Всем большой пламенный привет. Это опять я. Это опять наш синий автомобиль. Название его можете глянуть на канале у нас. Не буду говорить название этого автомобиля в этой серии. В общем, всем большой пламенный привет. Почему пламенный? Потому что, со слов Андрюхи Филина, сегодняшняя процедура может закончиться и пожаром. Кстати, ссылочку на его канал оставлю в описании. У него тоже канал, посвященный Нивам, машинам. Я думаю, будет ему приятно, если подпишетесь. Я часто у него спрашиваю совет. В общем, из-за своей беззалаберенности я не записал, как она сегодня заводится, как я ее прогрел. Но у меня есть запись, как она работала. Сейчас я вам включу. В общем, получается ситуация следующая. Когда газуешь, на прогретом двигателе, на холодном нормально, на прогретом двигателе, когда газуешь, начинается стук гидриков, я так понимаю, или клапанов. Когда холостые уже просядут, устаканится двигатель, этот стук пропадает. В общем, мнение, я спрашивал много у кого совет, что мне лучше сделать. Мнения у всех разделились. Кто-то говорит, промой двигатель, поменяй масло, потом уже дальше смотри, слушай, что дальше будет. Кто-то говорит, не надо ни в коем случае промывать двигатель, будет еще хуже. Неизвестно, что было до тебя залито здесь. Но все-таки я решил рискнуть, так как в интернете там вообще говорят 50 на 50 залить солярку с маслом, погонять это и вылить. Так даже несколько раз делать. Я решил чуть-чуть иным путем пойти. Я решил залить грамм 400 солярки, не сливая масло. Погонять его чуть-чуть двигатель. Потом слить это все и залить новое масло. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Значит, сейчас я своим точным глазомером отмерил 400 грамм. Точно, потому что полный стакан 500 грамм, так значит 400 будет. Заливаем эту солярку в двигатель. Сейчас я его заведу и дам чуть-чуть постоять, чтобы она перемешалась с маслицем. Буквально там минут 5-10 она постоит. Потом заведу еще раз, погонять его уже нормально, конкретно, там хотя бы минут 5-10. Вот, 10 минут уже прошло, сейчас завожу ее и гоняю еще минут 10-15, может чутка меньше, чтобы оно уже все конкретно хорошо проработалось там соляркой. Значит, держу я еще чуть-чуть дольше, уже прошло больше 10 минут, но двигатель стал работать, он немного подправивает, но он, кажется, так же и работал. Звук гидриков уже вроде бы пропал, он не появляется уже, он работает однотипно. Так, все, получается, двигатель я заглушил, дождался того, что включился вентилятор, ничего не загорелось, так что Андрюха
ты был, наверное, не прав, но все равно этим экспериментировать как бы опасно. Еще я заметил, когда заливаете солярку, она очень текучая, аккуратно заливайте, потому что может на выпускной коллектор попасть. А там как раз таки большая температура, и она может загореться. Поэтому будьте осторожны. Сейчас я вот таким вот путем остужаю чуть-чуть двигатель, чтобы маслом не сильно обжечься. И сливаю масло. Посмотрим, что там с маслицем у нас. Так, ну что, сливаем. Маслица наша с соляркой перемешанная. Значит, маслица у нас вот такое вот жиденькое получается, в перемешку со солярочкой. Прям жидкое-жидкое. Сейчас сольется все, покажу вам потом на просвет, как оно выглядит. И еще один небольшой лайфхак. Лайфхак от Адриана. Как я делаю замену масла. Когда я меняю масло, я еще машину приподнимаю чуть-чуть на домкрате, ту сторону, которая дальше от пробки находится, чтобы масло стекло прям, ну, насколько можно, настолько и стекло. На сервисе, где я ремонтируюсь, там вообще дядя Саша, он делает чуть-чуть другим методом. У него есть шприц обычный медицинский, и на конце у него трубочка вот так вот загнутая. Он сует ее в поддон и высасывает оттуда полностью все масло. Ну, у меня как бы ямы нету, я делаю это таким образом уже много лет. И плюс еще проливаю масло, то есть вот все масло слил, и потом я где-то, ну хотя бы грамм 200-300 я проливаю просто в горловину. То есть, грубо говоря, просто вот сюда вот проливаю, чтобы оно вытекло вниз и смыло всю остальную, как бы, ну, шлаки, так сказать, старое масло, чтобы маслица уже было все свеженькое. Вот оно течет и смывает сразу и старую всякую каку. И получается, масло чуть дольше ходит чистеньким, чем просто сразу заливать новое масло. По поводу масла, ну тут вечный спор. Кто-то говорит, надо заливать масляный фильтр масла, кто-то говорит, не надо, кто-то говорит, на старых машинах надо, а на новых не надо. Кто-то вообще говорит, что если не зальете, там все хана будет. Кто-то говорит, что если зальете, все хана будет. Лично я, ну, обязательно смазать вот эту резиночку маслом, а в фильтр я наливаю немного масла, ну, чтобы пропитать сам фильтр внутренний. То есть я налил маслица, смазал резиночку и вот так вот прокрутил чуть-чуть фильтр, чтобы внутри сама фильтрующая часть, она была уже смазана. Дальше все. Ну, я считаю так, как бы, пусть лучше она пропитается сейчас, чем она будет пропитываться в двигателе. Делаю так, пока что все нормально. Так, ну все, маслица у меня слилось все с солярочкой. Сейчас одеваю масляный фильтр, закручиваю пробку и заливаю новое масло. Вот такая, значит, бяка вылилась оттуда вместе с соляркой. Сейчас попробую вам ее показать на просвет. Но тут как бы просвета нет вообще. Она просто темнючая, чернючая и еще, мне так кажется, с каким-то ржавым оттенком. Видимо, все-таки что-то она отмыла, справилась со своей задачей.
Ну вот и пошли последние штрихи. Заливочка маслица. И наконец-таки посмотрим, что ставить с двигателем. Так, ну вот, маслица показывает почти полный уровень. Сейчас заведем, она чуть-чуть поработает, чтобы прогналась по всей системе, масляный фильтр заполнился. И еще раз проверяем маслице, чтобы все у нас было чики-пуки. Если оно так получится у меня. Ну вот, масло уже чуть-чуть ниже, чем максимум. Сейчас заведем, погоняем ласточку, послушаем двигатель, как он работает. Ну вот, выехал я из цеха. Сейчас чуть-чуть подам жарку ей. Посмотрим, как она прет. И потом послушаем, есть ли изменения в работе двигателя в лучшую или в худшую сторону. Ох, как тут все гуляет в салоне. Ну вот, серия с промывкой подходит к концу. Не забывайте подписаться на наш канал. Следующая серия с синей Нивой будет это установка на нее шноркеля. Самого дешевенького шноркеля, так что будет интересно. И тестировать его поедем в ближайшее время. Двигатель работает, ну, тише он работает, чутка тише он работает. Вроде бы звук пропал гидрика, но опять же надо поездить хорошенько на ней, послушать, что будет дальше. Ну а вам всем спасибо огромное за просмотр. Не забудьте поддержать лайком наш видосик. Всем удачи, хорошего карантина.